На дне Балтийского моря лежит объект, который не поддается никакому научному объяснению. Круглая каменная структура диаметром 60 метров с идеально ровными краями и странными выступами. И каждый раз, когда исследователи приближаются к ней с оборудованием, приборы начинают отказывать. Сонары глохнут, камеры вырубаются, а подводные аппараты теряют управление. Это не легенда из интернета. Это задокументированные случаи экспедиции Ocean X, которые сами не могут объяснить, что нашли в 2011-м. Так что же это такое? Природная аномалия, артефакт исчезнувшей цивилизации или что-то совершенно иное? Питер Линдберг нажал кнопку записи сонара 21 июня 2011 и на экране появилось то, чего он за 15 лет поисков затонувших кораблей не видел ни разу. Круглый объект на глубине 85 метров между Швецией и Финляндией. Ровные края. Симметричная форма. Линдберг сразу отправил снимок своему напарнику Деннису Окессону с одним словом «Смотри». Первые сонарные изображения облетели весь интернет за 24 часа. Люди сравнивали объект с тысячелетним соколом из «Звездных войн», и сходство действительно было пугающим. Идеальный круг с выступом в передней части, будто кто-то намеренно придал конструкции аэродинамическую форму. Геологи, которым показали снимки, сначала отмахнулись, мол, природные образования бывают разными. Но когда они увидели второй объект, обнаруженный в 300 метрах от первого и имеющий точно такую же форму, объяснения закончились. Команда Ocean X вернулась к объекту в 2012-м с водолазами и подводными камерами. Первое погружение дало результат, который перевернул все. На поверхности объекта обнаружили странные канавки, уходящие в стороны строго под прямым углом. Природа не делает прямых углов. Кроме того, водолазы зафиксировали отверстие диаметром около 25 сантиметров в верхней части структуры, идеально круглое, уходящее вглубь. Ни один известный геологический процесс не создает таких отверстий в каменных породах на морском дне. Когда водолаз Стефан Хоббен приблизился к объекту вплотную и попытался взять пробу породы, его фонарь внезапно погас. Он включил запасной, тот тоже отказал. Хоббен поднялся на поверхность. На борту проверили оборудование, все работало исправно. На следующий день другой водолаз спустился с 3 фонарями, и все 3 погасли в радиусе примерно 5 метров от объекта. Это не совпадение и не неисправность, это повторяемый, задокументированный эффект. Геолог Волкер Браун из Стокгольмского университета изучил образцы породы, которые все же удалось взять с поверхности объекта. Результат анализа поставил его в тупик. Порода содержала следы воздействия высоких температур, порядка нескольких тысяч градусов. На глубине 85 метров в Балтийском море нет ни вулканической активности, ни источников такого жара. Откуда взялись следы термического воздействия, никто не смог объяснить. Параллельно шведские океанографы обнаружили кое-что еще. Вокруг объекта на расстоянии примерно 200 метров дно покрыто странными полосами, параллельными бороздами, уходящими в одном направлении. Как будто что-то тяжелое скользило по дну и остановилось именно там, где сейчас лежит объект. Длина этих борозд почти 900 метров. Это не течение, не рыболовные сети и не якорные цепи, масштаб не тот. Шведская академия наук получила официальный запрос на изучение объекта в августе 2012-го. Запрос подписали 17 ученых из 4 университетов. Академия отказала в финансировании без объяснения причин. Это само по себе нестандартная ситуация. Научное сообщество крайне редко игнорирует задокументированную аномалию такого масштаба. Геолог Лейф Якобсон из университета Гетеборга стал одним из немногих официальных ученых, публично высказавшихся об объекте. Его позиция была осторожной. Он допускал, что структура могла образоваться в результате движения ледника во время последнего ледникового периода примерно 10 тысяч лет назад. Ледники действительно оставляют на дне характерные следы. Но когда Якобсону показали фотографии прямых углов и идеально круглого отверстия, он замолчал. Через неделю он отозвал свой комментарий, сославшись на недостаток данных. Норвежский геофизик Йорген Амундсен провел независимый анализ сонарных данных и пришел к выводу, что объект имеет слишком правильную форму для природного образования.
Вероятность случайного возникновения такой симметрии в результате геологических процессов он оценил как 1 к нескольким миллионам. Его статья была подана в 3 европейских научных журнала, все 3 отказали в публикации. Амундсен опубликовал результаты на собственном сайте, после чего его контракт с университетом не был продлен. Российские океанографы из Санкт-Петербургского института океанологии направили в район объекта исследовательское судно в 2013-м. Официально экспедиция изучала донные отложения в Балтийском море. Неофициально судно провело над объектом почти 3 суток. Данные этой экспедиции засекречены и никогда не публиковались. Финский геолог Микко Паасонен взял на себя труд сравнить объект с известными природными образованиями по всему миру. Он изучил конкреции, шарообразные каменные образования, которые действительно формируются на морском дне. Конкреции бывают круглыми, но они никогда не достигают 60 метров в диаметре, никогда не имеют выступов правильной формы и никогда не образуют пар. 2 идентичных объекта рядом. Паасонен написал, что Балтийский объект не вписывается ни в одну известную категорию природных структур. После этого он прекратил публичные комментарии по теме. Американский геохимик Ричард Коул запросил у команды Ocean X образцы породы для независимого анализа. Образцы ему предоставили. Коул обнаружил в них нечто, о чем предпочел говорить осторожно. Минеральный состав породы не соответствует типичным породам Балтийского дна. В образцах присутствовали минералы, характерные для пород, формирующихся под экстремальным давлением, таким, какое существует на глубинах в несколько километров, а не на 85 метрах. Как эти породы оказались на такой малой глубине, Коул ответа не дал. Самое тревожащее заключение сделал шведский физик Карл Эриксон, специализирующийся на электромагнитных аномалиях. Он измерил электромагнитный фон в районе объекта и зафиксировал устойчивые помехи на частотах, которые используют навигационные системы современных судов. Эриксон установил, что объект действует как естественный глушитель сигнала, причем постоянно, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Природные камни так себя не ведут. К 2014-му версий о природе объекта накопилось больше десятка, и каждая из них имела как весомые аргументы в пользу, так и неустранимые противоречия. Первая и самая распространенная версия – ледниковое образование. 10 тысяч лет назад Балтийское море было покрыто ледником толщиной в несколько километров. Движущийся лед способен перемещать огромные валуны и оставлять борозды на дне. Проблема в том, что ледники не создают круглых объектов с выступами и прямыми углами. Ни один задокументированный ледниковый след в мире не имеет такой геометрии. Вторая версия – метеоритный кратер. Космическое тело, упавшее в море, теоретически могло создать круглую структуру, но при ударе метеорита порода разлетается наружу, а не формирует аккуратный диск. Кроме того, метеоритные кратеры имеют характерный минеральный состав с высоким содержанием иридия. В образцах с балтийского объекта иридия не обнаружили. Третья версия – немецкая военная техника. В годы Второй мировой Балтийское море было театром активных боевых действий. На его дне лежат сотни затонувших судов, подводных лодок и единиц техники. Некоторые исследователи предположили, что объект может быть остатком секретной немецкой установки, возможно, противолодочного заграждения или экспериментального оружия. Против этой версии говорит одно – ни одна военная конструкция не имеет такого диаметра и такой формы. Немецкие военные архивы, рассекреченные после 1945-го, не содержат упоминаний ни о чем подобном. Четвертая версия появилась после того, как шведский историк Андерс Стенман изучил средневековые карты Балтийского региона. На нескольких картах XIV и XV веков в районе нынешней аномалии обозначены символы, которые картографы того времени использовали для обозначения опасных мест, где корабли теряли управление. Стенман насчитал 8 таких карт из разных стран. Если объект влиял на навигацию средневековых судов, значит, он существовал уже 700 лет назад и, вероятно, значительно дольше. Пятая версия, и самая неудобная для официальной науки, предполагает искусственное происхождение объекта, созданного цивилизацией, существовавшей до подъема уровня моря.
Около 12 тысяч лет назад территория нынешнего Балтийского моря была сушей. Люди жили там, охотились, строили. Когда ледник растаял, эти земли ушли под воду. Теоретически там могли остаться следы деятельности человека. Практически ни одна известная культура того периода не обладала технологиями для создания каменных структур такого масштаба, с такой точностью обработки. Шестая версия звучит радикально, но ее сторонники приводят конкретные данные. Объект является природным геологическим образованием, но обладает свойствами, которые наука пока не умеет объяснять. Некоторые минералы при определенных условиях создают электромагнитные поля. Некоторые породы имеют пористую структуру, которая поглощает и переизлучает электромагнитное излучение. Возможно, уникальное сочетание минералов в Балтийском объекте создает эффекты, которые принимают за аномальные, хотя на самом деле это просто неизученная физика. Ни одна из этих версий не объясняет все сразу. Ледниковая не объясняет геометрию, метеоритная не объясняет минеральный состав, военная не объясняет средневековые карты, версия о древней цивилизации не объясняет уровень обработки камня. А версия о природной физике не объясняет, почему электроника отказывает именно в радиусе 5 метров. Строго и повторяемо. В 2015-м независимый исследователь Стефан Хобен, тот самый водолаз, у которого гасли фонари, опубликовал детальный разбор всех собранных данных. Он свел в одну таблицу показания 23 участников экспедиций, результаты 7 независимых анализов породы и данные 4 сонарных съемок. Вывод был сформулирован жестко. Ни одна из существующих версий не выдерживает проверки всей совокупностью фактов одновременно. Хобен обратил внимание на деталь, которую раньше никто не выделял отдельно. На сонарных снимках 2011 и 2012 годов объект находился в одном положении. На снимках 2014 он сдвинулся на 8 метров к северо-востоку. Не резко, не внезапно, плавно, как будто медленно скользил по дну. Течения в этом районе Балтики слабые и не способны сдвинуть каменную структуру весом в несколько тысяч тонн. Объект двигался сам. Датский морской геолог Кристиан Хансен попытался опровергнуть этот вывод. Он указал на возможную погрешность навигационных систем при разных съемках. Погрешность действительно существует, но она составляет максимум 1,5 метра. 8 метров смещения не списать на погрешность оборудования. Хансен признал это в частной переписке, которую впоследствии опубликовали без его разрешения. Параллельно группа шведских любителей подводного плавания сделала то, на что не решались профессионалы. Они опустились к объекту без предварительного уведомления властей и провели там почти 40 минут. Их видеозапись стала самым детальным визуальным документом аномалии на тот момент. На записи отчетливо видны 3 вещи. Поверхность объекта покрыта слоем черного вещества, не похожего на обычные водоросли или ил. В нескольких местах поверхность имеет явные следы термического воздействия, оплавленные края и, самое странное, в центральной части объекта есть углубление правильной прямоугольной формы размером примерно 2 на 3 метра. На первых сонарных снимках этого углубления не было. Биолог из Хельсинкского университета Анна Мяккинен изучила образцы черного вещества с поверхности объекта. Это оказался не биологический материал. Никаких следов органики, никаких живых организмов. Вещество представляло собой сложный минеральный состав с высоким содержанием углерода в кристаллической форме. Иными словами, что-то близкое к техническому углероду, который получают при промышленных процессах. Как такое вещество оказалось на поверхности подводного камня в Балтийском море, Мяккинен ответа не нашла. В том же году норвежская компания, занимающаяся подводной добычей полезных ископаемых, запросила у шведских властей разрешение на детальное исследование района аномалии с применением тяжелого бурового оборудования. Разрешение было выдано в течение 3 недель, рекордно быстро для шведской бюрократии. Компания провела в районе объекта 2 недели, после чего объявила, что коммерческого интереса район не представляет, и ушла. Никаких научных данных опубликовано не было. Что именно искала норвежская компания и что нашла, неизвестно до сих пор. Питер Линдберг, открывший объект в 2011-м, в интервью 2016 года сказал следующее. За 5 лет он получил контакты от представителей 3 правительств, 2 крупных оборонных корпораций и 1 организации.
название которой он отказался называть. Все они интересовались объектом, никто из них не объяснял, почему. В марте 2017-го шведские береговые власти без предварительного объявления выставили навигационные буи вокруг района аномалии. Официальная причина – опасность для судоходства в связи с необследованными подводными препятствиями. Формулировка стандартная. Нестандартным было другое. Буи образовали периметр радиусом в 1,5 километра, в 18 раз больше самого объекта. Ни одно необследованное препятствие в истории шведского судоходства не получало такой зоны отчуждения. Яхтсмен Микаэль Сёдерберг попытался пройти через этот периметр в июне того же года. Его остановило патрульное судно береговой охраны через 20 минут после пересечения буйковой линии. Сёдерберг не нарушал никаких законов. В открытом море запретных зон для гражданских судов без военного обоснования не существует. Тем не менее, его развернули, а данные его навигационного оборудования были скопированы прямо на борту патрульного судна. Когда Сёдерберг подал официальную жалобу, ему сообщили, что инцидент не зафиксирован в журналах береговой охраны. Команда Ocean X подала запрос на проведение новой экспедиции в 2018-м. Запрос рассматривали 8 месяцев, при том, что предыдущие экспедиции той же команды согласовывались за 2 недели. В итоге разрешение выдали с условием: все данные, полученные в ходе экспедиции, должны быть переданы в шведское агентство морских исследований до публикации. Линдберг отказался от таких условий. Экспедиция не состоялась. Финский журналист Юха Лахтинен провел расследование и установил, что в период с 2016 по 2018 в районе аномалии зафиксировано 19 проходов военно-морских судов Швеции, Финляндии и трижды России. Все проходы совершались в ночное время. Все суда отключали транспондеры, устройства, транслирующие местоположение судна, при входе в зону буйкового периметра, и включали их снова при выходе. Это стандартная практика для военных операций, но не для плановых патрулирований. Немецкий исследователь Томас Бергер запросил спутниковые снимки района за период с 2016 по 2019 через Европейскую программу открытых данных дистанционного зондирования. Снимки за большинство дат были доступны, снимки за 37 конкретных дат – нет. Эти 37 дат не совпадали ни с погодными условиями, делающими съемку невозможной, ни с техническими перерывами спутниковой программы. Бергер нанес эти даты на временную шкалу и обнаружил, что 22 из 37 пропущенных дней приходятся на периоды, когда в районе аномалии, согласно данным Лахтинена, фиксировалась активность военных судов. Шведский адвокат Эрик Хольм попытался получить доступ к государственным документам, связанным с аномалией, через закон о свободе информации. Швеция считается одной из самых открытых стран в мире в части доступа к государственным данным. Хольм получил отказ по всем 7 запросам. В каждом случае основание было одинаковым. Запрошенные документы затрагивают интересы национальной безопасности. Сам факт того, что подводная аномалия в нейтральных водах квалифицируется как вопрос национальной безопасности, Хольм назвал красноречивее любого ответа. В 2019-м шведский археолог Карин Ларссон опубликовала работу, которая изменила угол рассмотрения всей проблемы. Ларссон занималась не самим объектом. Она изучала береговую линию Балтийского моря в период от 12 до 8 тысяч лет назад, когда уровень воды был на 120 метров ниже нынешнего. По ее расчетам, территория, где сейчас находится аномалия, в тот период представляла собой мелководную лагуну с пресной водой. Идеальное место для стоянки древних людей. Ларссон собрала данные о находках на дне Балтийского моря за последние 30 лет. Результат оказался неожиданным. В радиусе 50 километров от аномалии со дна подняли фрагменты деревянных конструкций возрастом от 8 до 11 тысяч лет, каменные орудия труда, кости животных со следами обработки и, в 2017-м, фрагмент того, что предварительно идентифицировали как деревянную лодку возрастом около 9 тысяч лет. Все эти находки разрознены и не связаны в единую картину. Но они указывают на одно – здесь жили люди. Датский антрополог Свен Расмуссен сопоставил расположение аномалии с маршрутами миграции мезолитических народов Северной Европы.
Эти народы двигались вдоль береговых линий, следуя за отступающим ледником. Район нынешней аномалии находился на пересечении двух ключевых миграционных маршрутов. Расмуссен предположил, что здесь могло существовать постоянное поселение, достаточно значимое, чтобы его жители возвели крупную каменную структуру. Аргумент против. Люди мезолита не строили из камня. Аргумент в пользу. Мы знаем об архитектурных возможностях мезолита значительно меньше, чем принято считать, большинство их построек просто не сохранилось. Британский геоархеолог Николас Флеминг, специализирующийся на затопленных ландшафтах, изучил рельеф дна вокруг аномалии на расстоянии 10 километров. Он обнаружил структуры, которые интерпретировал как остатки береговой линии. Уступы, характерные для древних пляжей. Эти уступы расположены на глубинах, соответствующих уровню моря от 8 до 12 тысяч лет назад. Иными словами, рельеф дна в этом районе сохранил отпечаток древнего ландшафта, и аномалия находится именно там, где в тот период был берег. Финский лингвист Пекка Саминин занялся совершенно другим аспектом. Он изучил топонимику, названия мест в прибрежных районах Швеции и Финляндии, прилегающих к аномалии. В местных диалектах сохранились названия, которые в переводе означают «место силы», «камень, который говорит» и «запретная вода». Эти названия зафиксированы в документах XVII и XVIII веков, задолго до открытия аномалии. Саминин проследил их возможное происхождение и установил, что некоторые из них восходят к протоскандинавским корням возрастом около 3000 лет. Люди знали об этом месте и боялись его. Самую конкретную улику нашел шведский дайвер Андреас Эриксон в 2020-м, уже за пределами официального периметра, в 3 километрах от основного объекта. На глубине 72 метров он обнаружил на дне несколько крупных камней, расположенных в виде правильного круга диаметром около 12 метров. В центре круга лежал плоский камень с выбитыми на нем линиями, прямыми и пересекающимися под прямым углом. Эриксон сфотографировал находку и передал снимки в Стокгольмский университет. Университет принял снимки, зарегистрировал обращение и не опубликовал никаких результатов. Сам Эриксон больше не смог найти это место при повторном погружении. Координаты, записанные его навигатором, привели его к пустому участку дна. В 2021-м Питер Линдберг дал интервью шведскому подкасту, последнее развернутое интервью за несколько лет. Он рассказал то, о чем раньше не говорил публично. В 2013-м к нему домой приехали 2 мужчин. Они не представились названием организации, только показали удостоверения, которые Линдберг описал как официальные, но не полицейские. Разговор длился 2 часа. Мужчины знали о каждой экспедиции, каждом образце породы, каждом контакте Линдберга с учеными. Они попросили его прекратить публичную деятельность вокруг объекта. Не потребовали, попросили. Линдберг спросил, почему. Ему ответили одной фразой: «Потому что вы не понимаете, с чем имеете дело». Денис Акессон, напарник Линдберга, в том же году написал в своем закрытом блоге. Запись впоследствии скопировали и распространили, что после экспедиции 2012-го у него начались повторяющиеся сны. Одинаковые. Темная вода, круглый объект, свет, исходящий снизу. Акессон написал, что не верит в мистику и упоминает об этом только потому, что то же самое рассказали ему 4 других участника экспедиции, независимо друг от друга. 5 людей, не общавшихся между собой после экспедиции, видели одинаковые сны. Акессон не предлагал объяснений, он просто зафиксировал факт. Водолаз Стефан Хоббен в 2022-м обратился к врачу с жалобами на хроническую головную боль и нарушение памяти. При обследовании в его крови обнаружили повышенный уровень некоторых маркеров, характерных для длительного воздействия электромагнитного излучения. Хоббен совершил в общей сложности 11 погружений к объекту. Он единственный из команды, кто погружался так часто. 2 других водолазов, совершивших по 3-4 погружения, сообщили о схожих симптомах, но менее выраженных. Медицинская документация была передана в шведское агентство по радиационной защите. Агентство не опубликовало никакого заключения. В 2023-м норвежский хакер под псевдонимом, который не имеет смысла переводить, опубликовал в сети пакет документов, предположительно похищенных из внутренней сети одного из скандинавских оборонных ведомств. Среди документов служебная записка, датированная 2015 годом.
В ней объект упоминается под кодовым названием и описывается как структура неустановленного происхождения с подтвержденными аномальными электромагнитными свойствами. Далее в записке говорится, что объект не является природным образованием с вероятностью выше 92%, и что вопрос о его происхождении и функции остается открытым. Последний абзац записки гласит: доступ к объекту для гражданских лиц и независимых исследователей должен быть ограничен до получения окончательных выводов. Подлинность официально не подтверждена, но и не опровергнута. Самое тревожащее произошло в 2024-м. Группа финских студентов-океанографов провела съемку района аномалии с помощью автономного подводного дрона в рамках учебного проекта. Дрон прошел над объектом на высоте 20 метров и передал видеозапись. На записи объект выглядит иначе, чем на всех предыдущих снимках. Центральное прямоугольное углубление, замеченное шведскими дайверами еще в 2015-м, теперь значительно глубже, и из него поднимается едва заметное облако мелких частиц. Постоянно, равномерно, как будто объект дышит. Научный руководитель проекта отстранил студентов от дальнейшей работы с этими данными и изъял оригинальные файлы записи. Копия сохранилась у одного из студентов на личном устройстве, и именно эта копия сейчас доступна в сети. Смотреть на нее и не задаваться вопросом о том, что именно происходит на дне Балтийского моря, невозможно. Итак, что же лежит на дне Балтийского моря? За 13 лет с момента открытия накоплено достаточно данных, чтобы сформулировать то, что точно известно, и то, что точно неизвестно. Точно известно следующее. Объект существует. Он имеет форму, которая не соответствует ни одному задокументированному природному образованию. Его поверхность несет следы термического воздействия, природа которого не установлена. В его радиусе стабильно отказывает электронное оборудование. Этот эффект воспроизводился независимо друг от друга разными людьми в разное время. Объект сместился на 8 метров между 2012 и 2014. Государственные структуры минимум 3 стран проявляли к нему активный интерес, скрывая этот интерес от общественности. Независимые исследователи систематически лишались возможности работать с данными об объекте. Точно неизвестно ни одно из главных обстоятельств, что это такое, сколько ему лет, почему оно влияет на электронику, почему оно движется и что именно скрывают правительства. Версия о природном происхождении объекта не закрыта, но она требует принятия слишком многих совпадений одновременно. Версия об искусственном происхождении не доказана, но она объясняет большинство наблюдаемых фактов без дополнительных допущений. Версия о том, что объект создан древней человеческой цивилизацией, согласуется с геологическим контекстом, территория была сушей 12 тысяч лет назад, но противоречит всему, что известно об уровне технологий того периода. Если только наши знания об этом периоде не полны, а они не полны, это факт. Питер Линдберг, нажавший кнопку сонара 21 июня 2011 в своем последнем интервью сказал, что не жалеет об открытии, но добавил кое-что важное. Он убежден, что ответ на вопрос об объекте уже существует, и существует в засекреченных документах одного или нескольких правительств. Интересно, что же там скрывают правительства? Может, у них есть секретный план по созданию подводных друзей? Если вам захочется узнать больше о подобных загадках, загляните на наш сайт whiteori.com, ссылка в описании. Линдберг не знает, что именно там написано. Но он знает, что люди, приехавшие к нему домой в 2013-м, знали больше, чем говорили. И то, что они знали, было достаточно серьезным, чтобы приехать лично. Балтийская аномалия — единственный подводный объект в истории, вокруг которого одновременно отказывают приборы, засекречиваются спутниковые снимки, блокируются научные публикации, выставляются военные патрули и молчат государственные агентства. Все это вместе не похоже на реакцию на интересный камень. На дне Балтийского моря, на глубине 85 метров, между Швецией и Финляндией, лежит нечто, о чем кто-то знает правду. Этот кто-то не говорит. А объект тем временем медленно движется, и из его центра поднимается равномерное облако частиц, как будто ждет.